современном музыкальном мире китайские пианисты играют важную роль. Успех китайской фортепианной школы пришелся на конец 20-го, начало 21 веков. Несмотря на локальные проблемы, языковые барьеры и слабую связь между национально-культурной спецификой Китая с европейскими основами музыкальной культуры, китайские исполнители-виртуозы завоевывают мировую музыкальную сцену. Хотите вы этого или нет? Расцвет классического исполнительского искусства на фортепиано называют китайским фортепианным бумом. Китайская музыкальная сцена богата талантливыми пианистами, которые получили признание на международной арене. Помимо Лан Лана и Ли Юнди, о которых в основном пойдет речь в этом видео, также стоит отметить и других исполнителей. Ван Юцзя – пианистка, которая никогда не подводит. Она известна своей виртуозной техникой и эмоциональной глубиной. Репертуар ее охватывает широкий спектр произведений, от классики и джазовых композиций до произведений китайских композиторов. Если не нравится смотреть, как говорится, можете не смотреть, но смотреть куда интереснее. Более пикантной и экстравагантной женщины, играющей на рояле, вы больше нигде не найдете. И это вам не Лола. Юджи и играть сложную программу умеет, и не переходит границ. Все на грани, и наряды, и темпы. Да, конечно, есть критики именно с этой внешней стороны. Те, которые приходят на ее концерты впервые, особенно люди пожилые, и даже возмущаются, пишут токсичные комментарии в соцсетях, жалуются, мол, большие концертные залы, Карнеги-холл и тому подобные. Это же храм, это святое место. Сюда люди приходят иногда во фраках, а женщины в вечерних платьях в пол. На сцене звучит великая музыка, и никто не кашляет. И на сцене какая-то полуголая девица, да еще и на огромных каблуках. Мы больше к вам не придем. Ну, как говорится, не приходите. Своими недовольствами такие индивидуумы только работают на узнаваемость, сами о том не подозреваем. Собака лает, караван идет. А где узнаваемый стиль, там и легендарность в будущем. Все на грани. Доходило даже до того, что некий критик даже требовал, чтобы на ее афишах стоял знак 18+, и чтобы туда не допускали детей. Но надо отдать должное Юджи, фурор она произвести умеет. И не только нарядами в Инстаграме и Ютубе как Лола, но и безупречной игрой. Ее дизайнеры – мастера своего дела. Ее платья выглядят дерзко, но все в любом случае предусмотрено до миллиметра. Где бы вы ни находились по отношению к пианистке, вы ничего компрометирующего не увидите. Ни сзади, ни спереди. Да, ее коллеги, пианистки мирового класса, от Марты Аргерич до Мицуко Учиды, от Элисо Версаладзе до Марии Юдиной, они всегда выходили на сцену в закрытых платьях, без никаких декольте, уже не говоря о мини или высоких каблуках. То хиппи-стиль, то платье в пол. Но здесь другое. При этом Ван Юцзя говорит во многих своих интервью, что музыка для нее – это яркое эмоциональное действие, что она играет музыку, вкладывая в нее все свои чувства и силы, и хочет, чтобы ее вид, ее одежда, ее обувь, цвета ткани, узоры, прическа соответствовали ее интерпретации, ее музыке. Конечно, мужчины одеваются по-другому. И я пока практически не видела среди мужчин-пианистов голые ноги, высокие каблуки, обнаженные плечи. Впрочем, не исключено, что со временем таких пианистов будет становиться больше. Точнее, они уже есть и тоже придумывают для себя яркие и экстравагантные наряды. Разглядывать их приятно, круто же, пусть будут. Хоть не серость, хоть не заплывшие потные лица, бесформенные мешки какие-то за роялем. Пусть и круто играющие, но что правда, то правда. Кстати, как раз и в этом причина такого ажиотажа. Зритель подобных концертов привык видеть именно такое что-то бесформенное на сцене, пусть и круто играющего и с регалиями. О внешнем виде сплетен нет. Ну а о музыке мало кто сможет долго приводить какие-то аргументы, особенно когда это касается идеальной игры. Здесь же по-другому. О музыке дискуссий также нет,
что естественно, и какие-то контраргументы опускаются просто до оскорблений. И все на этом. Но второе, как она сегодня оделась, вот тут начинается. Яростные дискуссии о ее туалетах, которые выплескиваются на странице прессы и становятся темой для сплетен толпы в соцсетях. Поехали дальше. Отмечая других знаменитостей из Китая, нельзя не упомянуть об Умуйе. Он учился в Пекине и во Франции в Высшей национальной консерватории музыки и танца. В 2009 году он также стал первым китайским пианистом, получившим медаль «Лучший исполнитель на фортепиано» от Министерства культуры Франции. Умуйе завоевал несколько наград и является лауреатом многих международных конкурсов пианистов, включая третью премию на международном конкурсе пианистов имени Ферруччо Бузони в Италии, также гран-при на конкурсе имени Лонг и Тибо в Париже. Это международный конкурс академических пианистов и скрипачей, который проводится в Париже с 1943 года и основан пианисткой Маргарет Лонг и скрипачом Жаком Тибо. Также в 2005 году завоевал золотую медаль на международном конкурсе пианистов Piano Campus во Франции. В конце 2018 года в Ханчжоу он открыл фортепианную студию Умуйе Студио, которая дает некоммерческие уроки игры на фортепиано детям и подросткам. Идем дальше. Джан Хаочэнь в 12 лет стал самым юным участником конкурса юных пианистов имени Чайковского. Также в 12 занял первое место во взрослой возрастной группе на 5-м азиатском конкурсе имени Шопена в Японии. В его выступлении на 49-м международном конкурсе Шопена польская пресса отметила необыкновенную музыкальность и безупречную, совершенную технику. Он обладает редкой музыкальной памятью. Так, например, 4 сольных программы он подготовил за 10 месяцев, а третий концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром за 4. Джан Хаочэнь стал первым китайским пианистом, получившим первое место и главный приз на 13-м международном конкурсе пианистов имени Вена Клайберна. Лю Цзи – самый молодой обладатель золотой медали международного конкурса пианистов Великобритании. Он единственный китайский музыкант, получивший премию Британского молодежного фонда классической музыки. В возрасте 16 лет он получил полную стипендию для поступления в музыкальную консерваторию королевы Софии в Испании. Учился там у всемирно известного мастера игры на фортепиано Дмитрия Башкирова, чье, цитирую, «строгое преподавание и наследие русской школы заложили в нем прочную основу для глубокой любви к русскому репертуару и не только». В 2019 году он был официально назначен художественным консультантом международного фортепианного конкурса пианистов Master Piano Music Festival в Великобритании, а также председателем жюри британского международного конкурса пианистов среди юных исполнителей имени Джины Бахауэр. В этом же году был удостоен звания члена Королевской академии музыки. Также я не упомянула, например, Ди Ву или Джан Шинляня, который выступает под псевдонимом Ню-Ню. Но это будет очень долго, так что их вы погуглите самостоятельно, а мы далее поговорим про Лан Лана и Ли Юнди. 2 выдающихся китайских пианиста, чьи карьеры получили международное признание. Лан Лан, кому-то более привычный как Ланг Ланг. Начав обучение в возрасте 3 лет, в 5 лет он занял первое место на фортепианном конкурсе в Шэньяне и тогда же дал свой первый сольный концерт. Профессиональная карьера Лан Лана началась в 1995 году, когда он завоевал первую премию на 2-м международном юношеском конкурсе имени Чайковского, проходившем в Японии. Через 2 года, в 1997 году, семья Лан Лана эмигрировала в США, где пианист и проживает. Мировую известность Лан Лан получил после выступления на гала-концерте в Чикаго спустя 2 года, заменив заболевшего солиста. С тех пор он выступал с ведущими оркестрами и дирижерами по всему миру.
Лан Лан также активно занимается благотворительностью, основав Международный музыкальный фонд Лан Лана для молодых талантов при поддержке Грэмми и ЮНИСЕФ. Этот фонд был создан для обогащения жизни детей посредством глубокого понимания и удовольствия от классической музыки, а также для вдохновения и финансовой поддержки следующего поколения музыкантов. Ли Юнди родился в семье рабочего металлурга и государственной служащей. Несмотря на отсутствие музыкальных традиций в семье, с 4 лет он стал играть на аккордеоне. В возрасте 7 лет переключился на фортепиано. На тот момент учитель не оценивал нового ученика как гения и отмечал, что пальцы у того короче, чем у многих сверстников, но при этом видел у мальчика глубокое чувство музыки. Отметив способности музыканта и учитывая материальные возможности его семьи, руководство института взяло на себя расходы по участию пианиста в международных конкурсах. Также для него была составлена индивидуальная программа обучения. После окончания поступил в Ганноверскую высшую школу музыки и театра. В 1999 году он занял 3-е место на международном конкурсе пианистов имени Ференца Листа в Нидерландах, а также 3-е на китайском международном конкурсе пианистов в Пекине. Заметным успехом также стала его победа на конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве. Ли Юнди стал не только первым лауреатом этого конкурса из Китая, но и при этом самым молодым лауреатом за всю его историю, а также первым за 15 лет, кто был вообще удостоен первой премии конкурса. В 2012 он стал самым молодым преподавателем Сычуаньской консерватории. Исполнительский стиль Лан Лана и Ли Юнди ярко отличается, отражая их индивидуальные подходы к интерпретации классической музыки. Так, исполнительский стиль Лан Лана часто описывают как театральный, эмоциональный, экспрессивный, сочетание виртуозности и артистичности. Визуально его выступления впечатляют, он эмоционально вовлечен, использует широкие жесты, разнообразную мимику. Его игра также вызывает споры. Одни восхищаются его живостью, его энергией, другие считают его манеру чрезмерной. Однако, кто бы что ни говорил, именно этот стиль помогает привлекать новую аудиторию классической музыки. Лан Лан одинаково успешно исполняет как романтическую музыку Чайковский, Рахманинов, Лист, так и произведения китайских композиторов. Его интерпретация известна своим новаторским подходом, иногда выходящим за рамки традиционного академизма. Ли Юнди – сама уравновешенность и поэтичность. Стиль Ли Юнди называют утонченным, лиричным и сосредоточенным на глубоком понимании произведения. Игра его отличается четкой артикуляцией, мягкостью звучания и при этом строгостью. Он меньше внимания уделяет внешнему эффекту, концентрируясь на передаче внутреннего содержания музыки. Некоторые критики же, наоборот, отмечают, что ему не хватает эксцентричности, но при этом ценят его музыкальную зрелость. Он известен как один из лучших интерпретаторов музыки Шопена. Его исполнения сонат, этюдов, ноктюрнов считаются образцовыми. Также он успешно исполняет произведения Ференца Листа, Клода Дебюсси и других композиторов, требующих технической изысканности.
Таким образом, если проводить их сравнение, то Лан Лан – артист, стремящийся завоевать внимание публики своей яркостью и практически детской эмоциональностью. Его стиль – это шоу, объединяющее музыку и визуальное восприятие. Ли Юнди же интерпретатор, сосредоточенный на чистоте звучания, а также на глубоком анализе музыки. Оба пианиста внесли значительный вклад в развитие и популяризацию классической музыки, особенно в Китае, где их успехи вдохновляют новое поколение музыкантов. Их достижения и международное признание, как бы кто в интернете не плевался по разным причинам, начиная от вкусовых и заканчивая шовинистическими, свидетельствуют о высоком уровне китайской фортепианной школы и ее растущем влиянии на мировой музыкальной сцене. В целом, последовательное взаимодействие китайцев с ориентацией на модели русской, западноевропейской и американской фортепианной культуры изначально было нацелено на высокий результат в области сложной техники исполнительства, поскольку традиционного развития фортепианной культуры в быту в Китае не было. Тем не менее, историю развития фортепианного исполнительства в Китае за эти 100 лет отличает стремительность и массовость. Высокий спрос на фортепианное образование окончательно стал массовым. На данный момент в Китае насчитывается свыше 10 миллионов пианистов. Появляются крупные музыкальные школы. Только в частной пекинской музыкальной школе обучаются 23 тысячи молодых музыкантов. Появляются перспективные молодые дарования, которые получают государственную финансовую помощь, что немаловажно. В следующем видео мы разберем с вами метод обучения пианистов из Китая, натаскивание ли это, а также поговорим об истоках формирования китайской фортепианной школы,
По каким системам музыкального воспитания учат китайских детей? К чему стремятся родители? И что такое эффект Лан-Лана? Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!